2021 год будет посвящен космосу. Это тема этого года. В этом году мы направляем наши глаза вверх за пределы Земли, чтобы исследовать горные породы, пыль, газ и другие вещества во Вселенной, чтобы понять формирование и развитие других планет. Нам предстоит просто фантастическая программа публичных лекций, информационных мероприятий, бюллетеней и конференций в течение года. Следите за новостями на нашем канале, в социальных сетях и в бюллетенях, чтобы вовремя получать объявления. Сегодня у нас выступает профессор Сара Рассел. Добро пожаловать, Сара, заслуженный научный сотрудник отдела наук о Земле Лондонского музея естествознания. И она нас возьмет в путешествие по нашей Солнечной системе, исследуя тему, с чего началась геология. Напоминаем, что если вы со школьниками, и если вы хотите принять участие, в этой лекции мы проводим викторину. Прямо сейчас на экране отображается ряд значков геологического общества, спрятанных на слайдах Сары на протяжении всего выступления. Ваша задача – собрать их. Соберите их все в форме чек-листа, который мы отправили вместе с вашей регистрационной информацией. Также участвуйте в нескольких опросах в течение лекции Сары. Если у вас возникнут какие-либо вопросы к Саре, она ответит на них в конце доклада. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в Zoom или в чате на канале YouTube, в зависимости от того, где вы смотрите. Мы соберем вопросы и зададим их Саре в конце доклада или ответим на них в чате, где сможем. Итак, без лишних слов я передаю слово Саре, которая отправит нас в это увлекательное путешествие. Отлично! Большое спасибо, Флоренс, за это вступление. Секундочку, я проверю, как переключать мои слайды. Окей. Итак, меня зовут Сара Рассел. Я из Музея естественной истории, где изучаю формирование Солнечной системы, используя нашу фантастическую коллекцию метеоритов. Я расскажу вам немного об этом по мере доклада. И я просто хочу сказать, что очень рада участвовать в мероприятиях геологического общества, посвященных Году космоса. И я действительно с нетерпением жду последующие доклады этой серии. Так как я начинаю эту серию докладов, я собираюсь сначала познакомить вас с нашей Солнечной системой. Итак, конечно, самый массивный объект в нашей Солнечной системе – это Солнце в центре нашей Солнечной системы. Итак, это шар из водорода и гелия. Он фактически создает новые элементы в его центре за счет синтеза водорода. А вокруг Солнца находятся планеты. Самая близкая – это Меркурий, тема доклада в следующем месяце. А потом Венера, зловещий близнец Земли. Она почти такого же размера, как Земля, но у Венеры парниковый эффект, из-за которого ее поверхность сильно нагревается. Затем расположена наша планета Земля и ее уникальная Луна, которая также станет предметом одного из докладов в этой серии. А это Марс. Вы, возможно, слышали, что Марс сейчас в центре внимания в новостях. Так, вчера космический корабль из Эмиратов вышел на орбиту Марса. А сегодня на Марс прибыл еще один космический корабль из Китая. А на следующей неделе Миссия НАСА Марс-2020 совершит посадку на поверхность Марса. Так что сейчас для марсианских ученых наступило захватывающее время. За пределами Марса мы достигаем область орбит астероидов. Она представляет собой пояс небольших каменных тел. Изображение немного преувеличивает. Так он выглядит в научно-фантастических фильмах. Но в реальности пояс намного менее плотный и более рассредоточенный. В основном астероиды имеют диаметр около километра. Но они находятся на расстоянии 1 или 2 миллионов километров друг от друга в поясе астероидов. А затем идет Юпитер, самая большая планета в нашей Солнечной системе, и множество его спутников. Затем, конечно же, красивец Сатурн с его прекрасными кольцами. И, наконец, Уран и Нептун. Кстати, на этих внешних планетах, возможно, идут дожди из алмазов внутри. Так что это действительно захватывающие места. Итак, это планеты нашей Солнечной системы. Хорошо. Для того, чтобы дать вам представление о масштабе нашей Солнечной системы. Здесь есть изображение самых внутренних частей Солнечной системы. Итак, это 4 каменистые планеты. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс,
пояс астероидов и Юпитер. Но вы увидите, что эта самая внутренняя часть Солнечной системы на самом деле является лишь крошечной частью всей Солнечной системы. Если вы посмотрите на более крупные планеты, а затем на нашу карликовую планету Плутон снаружи. Кстати, возможно, вы подумали, что я забыла о Плутоне в перечислении. Но Плутон больше не считается планетой, потому что мы знаем, что есть и другие объекты, похожие по размеру на Плутон. Так одним из примеров является Седна, которая показана здесь за пределами орбиты Плутона. И если рассмотреть орбиту Седны, можно увидеть, что она совершает огромное путешествие вокруг Солнечной системы. На данный момент она довольно близка к Солнцу на своей орбите. Но она может сильно удалиться от Солнца. И даже Седна — это не граница, где заканчивается Солнечная система. Нашу Солнечную систему окружает оболочка из ледяных тел, называемая облаком Оорта. Эти тела очень слабо гравитационно связаны с нашей Солнечной системой, но они расширяют всю нашу Солнечную систему до абсолютно громадных размеров. Хорошо, вот первый вопрос викторины. Просто чтобы разогреть вас всех. И теперь, возможно, вам стоит пройти опрос, если вы смотрите нас в зуме. Пожалуйста, ответьте на этот вопрос: сколько планет в нашей Солнечной системе? 8, 9 или их много? И если вы в зуме, пожалуйста, отвечайте. Ага, есть много ответов. Опрос идет. Уже 82% людей говорят, что 8. Итак, мы заканчиваем опрос. 81%. Могу ли я поделиться результатами? Хорошо, фантастические 81% людей говорят, что их 8. И это, конечно, абсолютно правильный ответ. Вот и молодцы, а совсем недавно их было 9. Но Плутон был понижен до карликовой планеты из-за всех этих других объектов вокруг, похожих на Плутон. Итак, теперь я собираюсь немного поговорить о большом галактическом цикле развития звезд, и о том, как звезды образуются. Итак, с чего же началась Солнечная система? Хорошо, я начну с начала Вселенной. Вселенная началась с Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад. Он произвел громадное количество водорода, гелия и немного лития. Итак, это было именно облако газа. А кое-где стало чуть плотнее. И в этих местах однородность газа могла начать разрушаться под действием собственной силы тяжести. Так что, как только он начал становиться плотнее, это привело к крайним случаям. Газу удалось настолько сжаться, чтобы в конечном итоге сформировалась звезда. Звезда окружила себя диском из этого же вещества. И в некоторых случаях в этом диске из вещества началось формирование планет. Диск впитывается звездой и делает ее все больше и больше. А оставшееся вещество может сформировать планеты в конце жизни звезды. Затем загоревшаяся звезда испустит все элементы, которые она создала, обратно в космос, в межзвездную среду. Это происходит либо в виде красной звезды-гиганта, при этом испускается вещество, по аналогии со слабым ветром. Либо она взорвется как сверхновая и мгновенно выбросит все свои новые элементы в космос. И потом цикл может начаться снова, и так несколько раз. И это приводит к накоплению новых элементов, и более тяжелые элементов, включая те, которые есть у нас здесь, на Земле. Это и весь углерод, из которого состоят наши тела, и все породообразующие элементы, Такие как кремний и железо, из которых состоит наша планета. Эти элементы начинают формироваться у более поздних поколений звезд. Так как для создания планет доступно больше элементов. Хорошо. Но как же формируются планеты? Итак, я покажу вам некоторые свидетельства из различных источников информации. Планеты возникли из пыли и газа, материала, который находился внутри межзвездной среды. И это вещество преобразовывалось в этом диске вокруг звезды, сначала в гальку, далее в планетизимали, в маленькие детские карликовые планеты и, наконец, в полностью сформированные планеты.
И откуда мы узнаем об этом процессе? Итак, есть 4 основных способа, по крайней мере, 4 основных способа, о которых я собираюсь рассказать в этом докладе. Прежде всего, мы можем наблюдать за планетами, которые на самом деле формируются вокруг других звезд. И мы можем использовать это, чтобы сделать вывод о том, как работают планетные системы и наша Солнечная система. Во-вторых, мы можем рассмотреть метеориты. Поскольку все метеориты, о которых я собираюсь говорить сегодня, происходят от астероидов, а это самые древние из известных горных пород в Солнечной системе. И они являются строительными блоками планет, поскольку они сформировались очень рано в истории Солнечной системы. Я расскажу об их возрасте немного подробнее через некоторое время. Кроме того, мы можем изучить формирование планет с помощью компьютерного моделирования. И мы можем написать компьютерный код, в котором создаются виртуальные частицы. И мы можем проследить, насколько они были велики, как быстро они двигались, как на них притягивались друг к другу за счет гравитации. И запустив такую программу, мы можем увидеть, что получается с течением времени. И, наконец, мы можем отправиться в реальные космические миссии, чтобы исследовать эти астероиды, которые мы считаем древними остатками нашей Солнечной системы. Итак, начнем с наблюдений за планетами. Итак, за последние несколько десятилетий появилось огромное количество новой информации о том, как планеты образуются вокруг других звезд. И вот снимки космического телескопа Хаббл. Вот изображение туманности Ориона, которая является звездным питомником. Это место, где формируются новые звезды. И эти маленькие квадратики — это изображение реальных звезд, которые сейчас формируются. И вы можете видеть, что у большинства из них есть эти пылевые оболочки вокруг них, которые являются протопланетными дисками, в которых будут формироваться планеты. Телескопы последнего поколения, такие как Альма-Ватакаме, смогли сфотографировать это образование планет с еще более высоким разрешением. Вот одно из изображений, полученных Альмой. На нем видно распределение пыли вокруг звезды. И мы видим звезду в центре, окруженную кольцами пыли. А вот промежутки в кольцах пыли действительно довольно интересны. Возможно, здесь начинают формироваться планеты. Когда планета формируется, она пропахивает орбиту вокруг своей звезды и работает как пылесос. Планета сметает всю пыль на своем пути. И так образуются щели между этими пылевыми струнами, как на другом фото Альмы. И полагают, что эти промежутки в кольцах, возможно, образовались в результате движения вовнутрь или наружу одной из формирующихся планет. Итак, наблюдение за планетами в процессе формирования газопылевых дисков нам показало, как в реальности формируются планетные системы. Так, какие-то технические проблемы. Теперь мы также можем видеть, что вокруг других звезд есть настоящие планетные системы. И это потрясающий прогресс. Когда я начинала заниматься наукой, еще не было известно о планетах вокруг других звезд. Всего было 9 планет, и все они находились в нашей Солнечной системе. А сейчас в нашей Солнечной системе их осталось всего 8. Но зато вокруг других звезд есть тысячи. Большинство из них обнаружены космической миссией Кеплер. Кеплер — это космический телескоп. И его единственная функция — искать планеты, и в частности планеты земного типа. И он делает это, всматриваясь на звезду и фиксируя, не тускнеет ли звезда из-за того, что планета движется перед звездой. Итак, вы можете определить, насколько они велики и насколько они далеки от своей звезды. И таким методом Кеплер нашел более 2500 различных планетных систем. Были найдены планеты всех форм и размеров. И обнаружены системы, у которых есть даже несколько вращающихся планет. Это говорит о том, что наша Солнечная система не является чем-то особенным в нашей галактике. Хорошо, но теперь я собираюсь поговорить о метеоритах. О том, что они могут рассказать нам о формировании нашей Солнечной системы. Прошу прощения. Вот метеорит. Этот тип метеоритов называется хондритом. Они образовывались на заре существования Солнечной системы.
Это кусочки астероида, сформированного из скопления вещества протопланетного газопылевого диска вокруг нашего раннего Солнца. И если детально рассмотреть хондрит, можно выделить несколько характерных образований, наиболее типичными из которых называются хондрами. Это округлые объекты коричневых оттенков. Они чуть светлее по цвету. И обычно они круглой формы. Кроме того, мы находим образования, которые называются кальциево-алюминиевыми включениями, или белые включения Кай, с более неправильной формой. И они всегда белого цвета. И эти образования я собираюсь сравнить чуть позже. Хорошо, это увеличенное фото хондритового метеорита. Здесь поле зрения около 1 сантиметра. И здесь вы можете увидеть, например, округлые хондры. Здесь они окружены мелкозернистой матрицей. И мы полагаем, что это космические осадочные отложения вещества. Это вещество плавало в космосе вокруг нашего раннего Солнца. И теперь мы перейдем к следующему вопросу викторины. Вот геологический вопрос для вас, геологов. Какого происхождения текстура хондритов, осадочного, магматического или метаморфического? Осадочные породы на Земле обычно образуются под действием воды. И это просто скопление материала из разных источников. Магматические породы образуются в результате плавления. А метаморфические породы формировались под действием нагрева и сжатия исходной породы. Хорошо, опрос почти закончился. Окей, я могу сказать, что этот опрос реально более сжатый. И я собираюсь завершить опрос. И результаты говорят, что большинство из вас думает, что эта структура осадочная. И я бы с вами согласилась. И в частности метеорит, который я вам показала, определенно имеет осадочную структуру. Но те люди, которые выбрали другие ответы, тоже немного правы, потому что сами хондры имеют магматическую структуру. Они были расплавлены. Они, вероятно, были расплавлены в виде крошечных расплавленных капелек каменного вещества, плавающих вокруг нашего Солнца. И также некоторые хондриты подверглись метаморфозму. Так что мне понятно, почему вы выбрали эти варианты. Но я думаю, что образец, который я вам показала, в самом деле имеет осадочную структуру. Хорошо. Вы просто молодцы, кто выбрал осадочную структуру. И мое слайд-шоу медленно грузится. Секундочку. Правильный ответ – осадочная. Еще одна поразительная особенность хондритов – это их химический состав. Если вы измерите содержание всех элементов в хондритах, а затем сравните этот состав с измерениями солнечной фотосферы, самого внешнего слоя Солнца, которую мы наблюдаем, то тогда вы увидите фантастическую корреляцию содержания всех элементов. Видно их одинаковое содержание как в этих метеоритах, так и на Солнце, за исключением водорода и гелия, которые, конечно, являются наиболее распространенными элементами на Солнце. Удалим их для более корректного сравнения. И это говорит нам о том, что хондриты и их родительские астероиды и, следовательно, все горные породы в Солнечной системе на самом деле имеют генетическую связь с нашим Солнцем. Все было сформировано из одного и того же исходного материала, из вещества протосолнечного облака. Хорошо, рассмотрим некоторые детали. Сравним белые включения и хондры. Итак, это объекты, которые формируются раздельно в пределах протопланетного облака, но у них немного разные структуры. Так что белые включения можно расплавить, но большая часть никогда не была расплавлена. Белые включения имеют пушистую структуру. Они немного похожи на снежинки, которые к тому же очень плохо конденсируются. И мы думаем, что они образовались в результате затвердевания из очень горячего газа. Таким образом, в этом остывающем горячем газе элементы сразу переходили из газообразной формы в твердую без плавления. Тогда как хондры, в отличие от них, намного компактнее.
Они всегда сферические, и все они имеют признаки плавления. Итак, это были жидкие капли в нашем протопланетном диске. И здесь я, вероятно, должна сказать, что это одна из величайших загадок медиаритики, что мы на самом деле не знаем точно, что было для этого источником тепла. Мы не очень хорошо понимаем, как они образовались. Но мы знаем, что эти горячие крошечные маленькие капли плавали в этом протопланетном диске в начале Солнечной системы. А между хондрами и белыми включениями находится мелкозернистая матрица. Матрица состоит из крошечных частиц. Они меньше 1 микрона. Это миллионная доля метра. Большая часть частиц не является должным образом кристаллическими. Но в матрице есть небольшие кусочки хондр. И в матрице также довольно много органического материала, который мог скреплять целые метеориты друг с другом. И таким образом слипались целые астероиды. Таким образом, органика может играть роль клея для формирования всего объекта. Итак, следующее, о чем я собираюсь поговорить, это возраст этих объектов. И если вы уже кое-что знаете о метеоритах, вы, конечно, знаете, что они действительно очень древние. И иногда становится немного занудно говорить. А этот объект действительно древний. А этот тоже очень древний, а этот совсем очень древний. Поэтому проведу последний опрос. Угадайте возраст хондритов. Им около 4500 лет. Им около 4500 миллионов лет. Или им около 4500 миллиардов лет. Хорошо, опрос запущен. Ладно, почти готово. Заканчиваем опрос. Итак, 0% людей сказали, что им 4500 лет, и это здорово. Они определенно не такие молодые. И вот самый популярный ответ. Ой, да ладно. Итак, самый популярный вариант – 4500 миллионов лет, что является правильным ответом. Но удивительно, что многие люди ответили, что они даже старше этого. Но 4500 миллиардов намного старше возраста Большого взрыва. Сейчас техническая заминка. Итак, следующее, что я собираюсь показать вам, это фактические данные о возрасте. Я не собираюсь вам это просто рассказывать, что им столько-то лет. В дискуссии я могу поговорить более подробно, рассказать, как мы это узнали. И одна из тем, которыми я занимался вплотную в своей карьере, это измерение возраста хондр и белых включений. Техническая заминка. Итак, я хочу показать вам некоторые из этих данных. Алло. Теперь все в порядке. Итак, на этом слайде я уделю немного времени, возможно, он немного сложен для понимания из-за моих посредственных навыков рисования. Итак, на этой диаграмме видны вот эти голубые и розовые странные объекты. Мой сын сказал, что это попкорн. На самом деле это белые включения Кай. А вот эти зеленые округлые объекты – хондры. Вот шкала абсолютного времени. А шкала абсолютного времени откалибрована Мартином Безаро и его группой. Итак, это одна из основополагающих публикаций по этому поводу. Но и другие публикации, подобных этой, в которой я участвовала, тоже согласуются с такой общей концепцией. И эти данные показывают, что белые включения Кай всегда являются самыми древнейшими объектами наших измерений. Для этого использовалось датирование изотопами свинца. Поскольку элемент уран радиоактивен, и он распадается на свинец. И надо измерить, сколько свинца радиогенного. Это свинец, образовавшийся при распаде урана, накопился в этих горных породах. Итак, мы можем измерить, сколько им лет. Все белые включения Кай всегда находятся между 4568 и 4567 миллионами лет. И они были измерены очень точно с погрешностью менее миллиона лет. А хондры, напротив, имеют разный возраст. Некоторые из них такие же древние, как и белые включения. Но некоторые из них на несколько миллионов лет моложе.
Но ни одна хандра из них не моложе белых включений более чем на 5 миллионов лет. И это заставляет нас думать, что эти объекты сформировались в нашем протопланетном диске примерно за 5 миллионов лет или около того. А после этого, вероятно, большая часть пыли с протопланетного диска рассеялась. Поскольку ничто дополнительно не контролировало движение пылевого диска. Вся пыль была сметена, чтобы образовывать астероиды и планеты. И как мы полагаем, вот так выглядела в мелком масштабе эволюция нашего диска. И видно, что белые включения Кай образовались в самом начале истории Солнечной системы, когда звезда только начинала коллапсировать. А хондры формировались, пока вокруг звезды был газопылевой диск. А затем их формирование прекратилось, когда протопланетный диск начал действительно очищаться, за исключением самой внешней части, формируя внешний пояс и облако. Итак, теперь я хочу перейти к следующему процессу формирования планет. После того, как вы очистили свой диск и создали объекты размером с астероид. Начался следующий этап с процессом, который называется дифференциацией. Поскольку эти объекты, когда они образовались, содержали радиоактивные изотопы. А это означает, что они разогревались до температур, достаточных для плавления. И по мере плавления более плотные элементы, такие как железо, опускаются вниз, образуя ядро. А более легкие элементы, такие как кремний и магний, поднимаются вверх, образуя мантию. А затем в ходе дальнейшей эволюции также образуется тонкая кора. И этот процесс называется дифференциацией. И все внутренние планеты прошли через этот процесс. И именно из-за дифференциации мы живем на планете с магнитным полем с ядром, богатым железом. Реально мы не можем взять образец ядра нашей Земли, но мы можем получить представление о том, на что оно может быть похоже, глядя на метеориты. Так как некоторые метеориты не хондритовые. Это другие метеориты, которые прошли плавление. И вот эти образцы астероидов. И это может рассказать нам о процессе дифференциации. Так многие метеориты состоят в основном из железа. И они, вероятно, представляют собой ядро большого астероида, который разрушился. Некоторые метеориты представляют собой мантийный материал. А некоторые представляют собой коровый материал. А еще есть несколько метеоритов, которые могут появиться на границе между ядром и мантией. Потому что в них есть и железо ядра, и мантийные силикаты. Окей, следующий этап формирования планет — это бомбардировка астероидными телами планет. И как только астероид или планета, планетиземаль, маленькая ранее планета, становится размером более километра, она подвергается процессу, так называемому безудержному росту. Так как у нее появилась внушительная собственная гравитация. И объекты, которые пролетают по орбитам рядом, начинают врезаться в нее. И в конечном итоге происходит рост. И чтобы лучше рассмотреть этот процесс стремительного роста, проводится компьютерное моделирование процесса. И мы можем увидеть, как формируется Солнечная система. Итак, вот симуляция Джона Чемберса. Все начинается с кучи маленьких объектов, которые мы называем астероидами или планетиземалями. И видно, что происходит, если им позволить врезаться друг в друга только под действием силы тяжести. Итак, здесь по оси абсцисс – это расстояние до Солнца. Где Ияю – это расстояние между Землей и Солнцем. Итак, давайте посмотрим на эту симуляцию. Мы запускаем эти объекты. Объекты становятся все больше и больше, так что они движутся вверх на этом графике. И в конце получаются 4 планеты, которые, откровенно говоря, очень похожи на нашу Солнечную систему. Вот это может быть Меркурий, Венера, Земля и, наконец, Марс. Таким образом, можно создать нашу Солнечную систему, просто предполагая, что объекты растут в результате процесса гравитационного захвата, притягивая более крупные объекты друг к другу и сталкиваясь друг с другом. Но люди, занимающиеся компьютерным моделированием, научили нас и другому. Мы узнали, что планеты действительно могут перемещаться и мигрировать. И вот это один из примеров, который называется моделью Nice. Но есть и другие модели. Они были опубликованы отдельно. А модели Nice предполагают, что на раннем этапе Солнечной системы все планеты были очень прижаты к Солнцу. Они располагались довольно компактно и близко к родительской звезде. А затем более крупные планеты начали иногда воздействовать друг на друга.
В результате таких взаимодействий их фактически выбрасывало наружу. И в этой конкретной симуляции на самом деле есть дополнительная планета в нашей Солнечной системе, которая фактически выбрасывается во время этого процесса. Сейчас повторим симуляцию снова. Итак, здесь в начале очень компактная Солнечная система. А вокруг много крошечных ледяных тел, которые не успели собраться в планету. Но во время миграции эти маленькие ледяные объекты выбрасываются внутрь Солнечной системы. Что для нас хорошо, потому что они превращаются в астероиды, с которых мы затем можем отобрать образцы. Хорошо. Итак, мы можем полететь и увидеть эти астероиды, помимо простого ожидания, когда они упадут на Землю в виде метеоритов. И здесь представлены 3 успешные космические миссии к околоземным астероидам, 2 вернулись с веществом, 1 находится в процессе доставки материала. Итак, первые 2 миссии – это японские миссии, которые уже вернулись на Землю. Это Хаябуса и Хаябуса-2. Так Хаябуса-2 вернулась совсем недавно в декабре 2020 года. Хаябуса-1 посетила астероид AC-типа, очень каменистое тело. А Хаябуса-2 посещала астероид другого типа, называемый астероидом Си-типа, который, как мы думаем, более богат углеродом. Кроме того, у НАСА также есть миссия по возвращению вещества астероидов под названием OSIRIS-REx, запущенная в 2016 году. Цель этой миссии – астероид другого типа. Тип B связан с астероидами, богатыми углеродом. Так что это действительно волнующие миссии для всех, кто изучает формирование планет. Потому что мы полагаем, что астероиды, особенно такие как цели миссий Хаябуса-2 и Осириса-Рекс, на самом деле являются кирпичиками планет нашей Солнечной системы. И они могут рассказать нам о процессе формирования Солнечной системы. Итак, я собираюсь сначала поговорить об Осирисе-Рексе, миссии, в которой я участвовала долгое время. Аппарат был запущен в 2016 году. А потом он облетел Солнце. А через год снова приблизился к Земле для гравитационного маневра. Аппарат за счет маневра, так называемого рогаткой, смог быть катапультирован в другом направлении, к цели, к астероиду Бенну. Он собрал образцы вещества на поверхности Бенну пару месяцев назад в октябре 2020 года. И он должен вернуться на Землю в 2023 году. Мне посчастливилось увидеть его запуск на мысе Канаверал в США. И я покажу свои фотографии. Итак, это фотография запуска ракеты. Здесь она взлетает в небо в последний момент. Это команда ученых, смотрящие на улетающий космический корабль. Все мы наблюдаем за запуском аппарата. Итак, прежде всего я собираюсь рассказать вам, почему мы выбрали астероид Бенну в качестве цели миссии Осирис-Рекс. И казалось бы, есть множество астероидов на выбор. Потому что уже открыто более 500 тысяч астероидов. А их, вероятно, миллионы в нашей Солнечной системе. Но из них только чуть более 7 тысяч находятся рядом с Землей. И из них только 192 астероида с нужной орбитой, удобной для миссии. До них легко добраться на космическом корабле. Большинство из них действительно крошечные. И только у 26 из них диаметр больше 200 метров. И только 5 из них богаты льдом и углеродом. Как раз нас это и интересует. Потому что те астероиды, которые богаты льдом и углеродом, в первую очередь, вероятно, происходят с внешних частей Солнечной системы. И там они наименее пострадали от влияния солнечного тепла. А это значит, они хранят больше материала первичного межзвездного облака, из которого была сделана Солнечная система. Также важно, что эти объекты богаты льдом и углеродом. Поскольку эти тела могли обеспечить Землю водой и углеродом, то есть ингредиенты, необходимые нам для расцвета жизни и для того, чтобы Земля стали обитаемой планетой. Итак, вот изображение астероида Бенну. И одним из сюрпризов миссии стало очевидно то, что у него оказался более разнообразнее каменный материал, чем ожидалось. Вы можете видеть, что есть более темные валуны и есть более светлые валуны. Более светлые валуны могут содержать карбонат. И у этого астероида заметный поперечный профиль ромба. Эта форма, вероятно, связана со строением типа груды щебня или rubble pile.
У астероида довольно высокая пористость. Вероятно, это просто неплотная груда валунов и камней, плохо связанных друг с другом. А превращение массы несвязанного материала естественным образом преобразуется в такую форму с профилем ромба. Научная группа очень тщательно закартировала всю поверхность Бенну. И они указали на место, где хотели бы опробовать вещество. Так что у этого аппарата есть возможность опробовать и вернуть вещество астероида на Землю, используя специальное устройство, пробоотборник Touch and Go. Пробоотборник Touch and Go запускает струю газообразного азота на поверхность астероида, которая отделяет и поднимает гальку и пыль с поверхности и улавливается устройством. Чтобы отбор пробы прошел результативно, был выбран район под названием Нитингаля, или Соловей. Он показался особенно богатым материалом, удобным для спокойного отбора, и интересным для науки. Так выглядел пробоотборник после сбора. Это пример использования плохих новостей во благо. Итак, хорошая новость в том, что собрано множество образцов. Здесь вы можете хорошо видеть эти липучие подушки, вот эти крошечные точки вокруг коллектора, они как липкие подушечки, прилипают к поверхности астероида. А вот это реально собранные на поверхности кусочки пыли. И определенно что-то там застряло. И внутри коллектора видно часть поля, которое было светлым до того, как произошел отбор. А теперь он выглядит темным. Так что, надеюсь, там полно собранного материала. Но небольшая проблема в том, что у коллектора была такая резиновая заслонка, которая автоматически закрывалась после того, как сбор произошел. И очевидно, мелкие камешки застряли в заслонке. А это значит, что она закрылась неправильно. И часть собранных кусочков, вот эти белые точки, вылетают из коллектора. Из-за этого в работе миссии произошли небольшие изменения. Так, изначально планировалось, что космический корабль будет вращаться все быстрее и быстрее, чтобы выяснить, какая масса вещества внутри этого коллектора. Но из-за того, что материал начал высыпаться, решили этого не делать, а просто его сразу убрать. Но команда уверена, что материала собрано предостаточно. Итак, другая миссия, о которой я хочу поговорить, это японская миссия Хаябуса-2. Она посетила другой, околоземный астероид Рюгу. Итак, Бенну и Рюгу во многом похожи. Оба околоземные. Это означает, что они находятся на таком же расстоянии от Солнца, как и Земля. Оба они были обнаружены в одном том же году около 20 лет назад. Но в чем-то они тоже немного отличаются. Кажется, у них немного разный состав. Что с точки зрения ученого прекрасно. Потому что это означает, что мы можем сравнивать и противопоставлять два астероида. Хорошо, вот гифка космического корабля Хаябуса-2, приближающегося к астероиду Рюгу. Итак, вы можете видеть, что это просто крошечная точка. А затем постепенно становится все четче и четче. И сразу видно, что у него ромбовидная форма. Такая же, как у Бенну, по одной и той же причине. Это тоже куча щебня, Rubble Pile. Вы можете видеть, что на нем есть большой ударный кратер. Астероид также усеян валунами. Есть некоторые сходства, но есть также различия с Бенну. На самом деле он оказался более заполненным валунами, чем Бенну, что потенциально было проблемой для сбора образцов. Пробоотборник изначально был разработан для сбора очень мелких каменных фрагментов. Но пробоотбор все равно прошел нормально. И вот одна из первых фотографий во время прибытия на Рюгу. А это команда агентства JAXA, которая празднует прибытие на Рюгу. И эта миссия благополучно возвратилась, как я уже упоминала. В декабре, всего пару месяцев назад, аппарат приземлился в австралийской пустыне. Вот капсула, возле этого маленького парашюта. И она очень аккуратно была извлечена. Поисковая команда сработала очень быстро и эффективно. Хотя при доставке в Японию были некоторые задержки из-за ситуации с ковид. Им пришлось на время уйти в карантин. Но теперь команда смогла открыть капсулу и заглянуть внутрь. Так что я и мои коллеги из Музея естествознания с нетерпением ждем новостей. И мы также надеемся проанализировать некоторую часть этого вещества. А пока мы внешне сравниваем возвращенный образец с метеоритным веществом нашей музейной коллекции.
И он больше всего похож на вещество углистых хондритов. Существует 6 основных типов углистых хондритов. И это образцы этих типов из нашего музейного собрания. И поэтому мы действительно хотим проанализировать это вещество, чтобы выяснить, на какое из них он больше всего похож. Мы думаем, что, возможно, это вещество похоже на метеориты CI. Но возможно вещество могло быть нагрето, и могло превратиться в метеорит немного другого типа. Или может быть оно ближе к метеоритам CO, у которых есть эти маленькие белые точки, которые являются крошечными белыми включениями Кай. Так что предстоит действительно большая и интересная работа, которая продлится в течение следующих нескольких месяцев. Хорошо, теперь я подхожу к концу. Итак, в заключение мы узнаем о том, как формируется наша Солнечная система, наблюдая за формированием других планетных систем с помощью этих классных телескопов нового поколения. А также мы можем узнать о формировании нашей собственной Солнечной системы, которой 4,5 миллиарда лет, используя метеориты, вещества астероидов, которые датируются этим возрастом, и, в основном, не изменились с момента возникновения нашей Солнечной системы. Итак, самая первичная каменная материя образовалась из диска пыли и газа, из которого также образовались Солнце и планеты. И мы узнаем это как из наблюдательных работ, так и из работы с астероидами и компьютерного моделирования. У нас есть образцы этих удивительных горных пород, образовавшихся в самом начале Солнечной системы, в виде метеоритов. И мы собираемся получить больше образцов с помощью космических миссий нового поколения. Это миссии, которые выполняются сейчас и останутся активными в течение следующих нескольких лет. Так что большое спасибо за внимание. Я очень рада ответить на любые вопросы. И да, спасибо. Спасибо, Сара. Какой потрясающий был доклад. Очень захватывающе, когда мы проносимся через всю Солнечную систему. У нас возникло множество вопросов. Много о хондрах и хондритах, а также много об астероидах. Итак, я собираюсь начать. И прямо сейчас мы ответим на некоторые вопросы. Пожалуйста, продолжайте задавать вопросы. Так как же нам узнать, какие метеориты представляют какую-то часть структуры Земли? Вот один из вопросов. Потому что мы это знаем. Я могу объяснить это более подробно. И я думаю, что у вас будет предстоящий доклад, в котором, если я не ошибаюсь, будут более подробно рассмотрены метеориты. Но мы можем посмотреть даже на общий состав и структуру метеоритов для ответа на вопрос. Есть метеориты, которые представляют собой материал ядра, и они состоят в основном из сплава металлического железа и никеля. И сразу видно, что они сильно отличаются от всего, что вы найдете на поверхности Земли. Они намного плотнее, и очень магнитные. И да, я думаю, совершенно очевидно, что это что-то вроде материала ядра. А затем идут те, которые относятся к материалу мантии. Здесь мы можем просто сравнить с составом мантии нашей Земли, образцы, которые у нас есть здесь на Земле. Это вещество содержит разные минералы, но явно обогащено оливином. И затем метеориты как образцы коры. И конечно, у нас есть множество образцов коры на Земле. Так что мы можем использовать их для сравнения. Вопрос, а как мы узнаем, что астероиды богаты льдом и углеродом, без реального отбора проб? Да, хорошо. Это отличный вопрос. И да, мне, может быть, стоит более подробно остановиться на этом. Итак, мы можем немного сказать о составе этих объектов, используя спектроскопию. В целом это похоже на детализацию цвета астероида. Берется определенные длины волн, даже не обязательно в видимом спектре, и сравниваются измерения коэффициента отражения света от объекта. А также смотрим, как и сколько эти объекты излучают. Мы смотрим на эти характеристики и сравниваем с материалами, которые есть у нас на Земле. И такие измерения говорят нам, например, содержат ли объекты воду. Так, если они содержат воду, то выделяются очень четкие пики в спектре. Так что мы можем немного рассказать об этом составе заранее, просто используя методы, которые у нас есть на Земле, а также используя измерения дистанционного зондирования, когда мы приближаемся к астероиду. Над этим работают мои коллеги в музее. Также этой работой занимаются мои коллеги из Оксфордского университета. Итак, мы можем довольно много рассказать об этих объектах. И можно спланировать миссии, еще не побывав на них.
Это действительно здорово. И вы можете увидеть, богат ли астероид углеродом, она, как правило, они очень темные. Можно коротко. Сколько сейчас образцов метеоритов находится в коллекции музея? Существует чуть более 5000 различных метеоритов. Думаю, у нас одна из самых полных коллекций в мире. Также метеориты разделяются на находки и падения. Падения– это те метеориты, для которых зафиксировано падение. А к находкам относятся метеориты, которые обнаруживаются намного позже, либо во время экспедиций, либо просто случайно. И у нас есть отличная коллекция образцов метеоритных падений. И это действительно важно, потому что они были собраны сразу после падения. Они, как правило, в некотором смысле намного свежие, и сравнимы с материалом, который мы получаем от этих космических миссий. А можно узнать, когда музей будет открыт, чтобы увидеть образцы метеоритов? Да, музей закрыт до начала апреля. Но после посетители смогут увидеть кое-какие метеориты. У нас есть Спецотдел, называемый хранилищем в музее, где хранятся некоторые из наших наиболее уязвимых метеоритных образцов. И, конечно, есть очень ценные метеориты. Так что вы можете там их увидеть. У нас пока нет специальной выставки, посвященной метеоритам. Но мы с коллегами очень хотим это сделать. Это было бы прекрасно. Возникает и множество других вопросов. А почему плотное облако в галактическом звездном цикле преобразовалось из облака в диск? Есть ли предположение? Считается, что оно начало разрушаться под действием собственной силы тяжести. И оно также имело угловой момент. Так как у него есть импульс и стремление вращаться, все это ведет к сглаживанию. Я уверена, что есть физическая аналогия. И я размышляю об этом. Быть может, это что-то вроде раскрученного волчка, и вещество проявляет тенденцию становиться более плоским. Что явно заметно. Вопрос, а что насчет Рюгу? Простите меня, если я произношу неправильно. Да, то тело, которое недавно обнаружили. Может ли его вещество быть хондритом, или это что-то совсем другое? Да, Рюгу было опробовано. И этот материал привезла Хаябуса-2. И да, мы вот-вот начнем его анализировать. И я предполагаю, что материал хондритовый. Отлично. Как вы думаете, астероиды могут содержать жизнь? Думаю, нет. Но мы знаем, что метеориты содержат органический материал. Причем это может быть довольно сложный органический материал. Там обнаружены полиароматические углеводороды. Из них вы можете получить, например, некоторые аминокислоты из сахара. Там есть довольно сложные органические молекулы. Но мы думаем, что они образовались абиогенно, то есть без участия биологических процессов. Такие молекулы образуются, потому что углерод, водород, кислород, азот являются одними из самых распространенных элементов в галактике. И эти элементы хорошо связываются друг с другом, образуя эти сложные молекулы. Но они их формируют без участия биологических форм. Однако астероиды все же могут иметь отношение к дальнейшей жизни. Возможно, именно они помогли засеять Землю веществами, которые были необходимы ранее Земле для создания жизни. Хорошо. Возможно ли, что мы сможем найти новые элементы в одном из этих образцов астероидов? Нет, наверное, потому что периодическая таблица Менделеева почти заполнена. Я имею в виду, что элементы таблицы уже довольно тщательно определены. Я полагаю, что любые новые элементы должны быть сверхтяжелыми и очень нестабильными. И поэтому их проблематично найти на объектах, которым миллиарды лет. Потому что любые такие странные сверхтяжелые элементы уже бы распались. Отлично. Еще один вопрос. Как вы думаете, где будут происходить последующие роботизированные или пилотируемые исследования после тех, о которых уже было объявлено в нашей Солнечной системе? Вы имеете в виду в нашей Солнечной системе пилотируемые или автоматические исследования? Я не знаю, куда они полетят. Я могу сказать вам, куда я хотела бы их отправить. Сейчас миссии по возврату вещества с астероидов проводятся агентствами США, НАСА и Японии JAXA. Я хотела бы, чтобы была европейская миссия по возврату вещества астероидов, потому что в Европе уже есть множество людей, которые заинтересованы в такой работе. У меня есть также мечта получить кусок межзвездного астероида.
Так, за последние несколько лет зафиксирована пара случаев посещения нашей системы межзвездными объектами. Может, это астероиды, кометы или что-то среднее между ними? Они откуда-то попали в нашу Солнечную систему. И их источник за пределами нашей Солнечной системы. И они настолько загадочны, что я хотела бы послать туда миссию и исследовать один из этих объектов. Вау! Как раз один из наших вопросов этого касается. Есть ли примеры метеоритов из-за пределов нашей Солнечной системы или галактики? Знаем ли мы что-нибудь о них и чем они могут отличаться? Ответ – пока мы не знаем. Но наблюдение межзвездных объектов, посещающих нашу Солнечную систему, означает, что есть возможность это узнать. Еще можно сказать, что внутри мелкозернистой матрицы хондритов вы можете обнаружить крошечные частицы звездной пыли. Они состоят из минералов, сформированных на умирающей звезде типа красного гиганта, либо сверхновой. И они отличаются от остального материала метеорита и остального материала Солнечной системы по своему изотопному составу. Эти частицы соответствуют досолнечному ядерному синтезу элементов. А это происходит только с такими звездами. Так что это невероятные объекты. У кого-то есть еще вопрос? Возможно ли, чтобы Бенну, который вы упомянули, имел большой кратер? Он представляет тип груда щебня Rubble Pile. Эти тела активно меняются, распадаются и преобразовываются. В настоящее время да. Абсолютно да. Я думаю, что это Рюгу, на поверхности которого есть такие очень четко очерченные кратеры. На них обоих есть кратеры. И это может вам дать представление о возрасте поверхности. Потому что вы можете использовать подсчет кратеров, подсчитывая их количество. И если предположить, как часто происходят столкновения, можно определить возраст. Хотя мы думаем, что возраст его каменных обломков 4,5 миллиарда лет. Однако астероиду, в котором находятся обломки этой породы, в этой груди щебня, явно не 4,5 миллиарда лет. Он намного моложе. Поскольку эти тела постоянно преобразовываются. Они обмениваются ударами с другими астероидами. И таким образом увеличивают разнообразие составов обломков на своей поверхности. Так что да, они постоянно меняются. У нас есть довольно много вопросов о Марсе. Многие люди, вероятно, очень взволнованы посадкой марсохода Perseverance на следующей неделе. Один вопрос. Почему у Земли есть активная тектоника и магнитосфера, а у Марса ее нет? А также когда, по вашему мнению, мы бы могли послать пилотируемую миссию на Марс с высадкой людей на поверхность? Да, окей, отличные вопросы. Наверное, я не самый лучший специалист, чтобы отвечать на эти вопросы. Итак, Марс. Это что-то вроде. Я пытаюсь придумать вежливый способ выразиться. Марс – довольно малый объект по сравнению с тем, что можно было бы ожидать во внутренней части Солнечной системы. Он намного меньше Земли. И это случилось, может быть, из-за процесса миграции планет. Возможно, потому что Юпитер подошел довольно близко к тому месту, где сформировался Марс, и нарушил его рост. И я обдумаю ответ по поводу тектоники. Думаю, ее не было. У него нет такой сложной геологии, как в частности на Земле. Потому что он маленький. Но я думаю, что ученые-мужи ответили бы на этот вопрос намного лучше, чем я. А насчет пилотируемой миссии на Марс. Вы знаете, с тех пор, как я начала свою научную карьеру, мне всегда говорили, что до этого от 10 до 20 лет. Я думаю, что это стало немного более реалистично, чем это было 10-20 лет назад. Хорошо, надеюсь, нас смотрят чьи-либо дети. Вы знаете, что они могут быть примерно того возраста, когда мы будем отправлять астронавтов на Марс, если они, конечно, не этого захотят. И на днях я видела, что ИСА ведет набор в отряд астронавтов. Набор идет прямо сейчас, если кому-то интересно. Еще много вопросов. Будем очень благодарны Сарё, если она продолжит. Можно ли полагать, что возраст белых включений К и Хондр подтверждает возраст Солнечной системы или это минимальный возраст Солнечной системы? Да, корректнее говорить, что они указывают минимальный возраст Солнечной системы. Потому что они являются продуктами Солнечной системы.
Их химический состав и изотопы говорят нам, что они связаны с нашей Солнечной системой. И ответ – да, они дают минимальный возраст. И он совпадает с возрастом белых включений Кай, поскольку ничего древнее не обнаружено. Вот почему он может быть представлен здесь как нулевой момент времени, когда Солнце фактически начало коллапсировать, и это реальное начало Солнечной системы. Но напрямую связать возраст этих тел с возрастом звезды очень сложно. Хорошо, пару вопросов об облаке Оорта. Является ли оно сферическим? И кто-то еще спрашивает, насколько оно слабо связано с Солнечной системой? Может ли это облако разделено между звездными системами? И что влияет на такое разделение? Отличный вопрос. Да, во-первых, облако Оорта сферическое. Таким образом, в этом отношении оно отличается от остальной части Солнечной системы. Поскольку остальная часть Солнечной системы находится в основном на одной плоскости эклиптики и образовалась из одного газопылевого диска. Это просто тело, которое очень слабо связано с Солнцем. Так что я думаю, что облако простирается почти на четверть пути до ближайшей следующей звезды. Оно безумно большое, и очень вероятно, что звезды обмениваются таким материалом между собой. Посмотрите на звездные ясли, таких как, например, туманность Ориона. Там у нас есть много звезд, образующихся довольно близко друг к другу. И поэтому я думаю, что вероятность обмена между ними этим веществом в этих звездных скоплениях очень высока. Хорошо. И эти туманности, подобные той, что вы показали, являются результатом взрыва сверхновой, или продуктом одной гигантской звезды. Хорошо, да, это отличный вопрос. Потому что на тот вопрос мы действительно можем ответить, используя метеориты. Мы проводим измерения изотопного состава метеоритов, чтобы понять, откуда взялся материал в нашей Солнечной системе. И похоже, что эти изотопы, вероятно, также являются продуктом множества разных звезд и разных типов звезд. Так что эта смесь, по крайней мере, источник вещества нашей Солнечной системы, это смесь красных гигантов, сверхновых и новых звезд. Множество всевозможных типов звезд внесло свой вклад в нашу Солнечную систему. И очень вероятно, что то же самое относится и к большинству других туманностей. Но, возможно, не ко всем, может быть, не ко всем. Так что да, у нас может быть разное окружение. Есть ли шанс, что Voyager 1 все еще может встретить метеориты во время своего космического путешествия? Ну да, конечно. И если есть дополнительные вопросы к этому, например, встретится ли он с астероидами, все равно можно сказать да. Так сможет ли он еще рассказать нам о них, если он застрянет в них? Да, конечно. Ладно, я на самом деле вероятность далека от 100% для миссии Voyager'ов. Я не могу вспомнить, действительно ли они еще что-то передают. Я имею в виду, что аппарат может столкнуться с чем-то, но вероятность очень мала. Потому что вероятность, например, что космический корабль столкнется с астероидом, когда он пройдет через пояс астероидов, составляет примерно 1 на миллиард. А пояс астероидов намного плотнее облака Оорта. Так что шансы на самом деле очень низкие. Но было бы здорово, если это произойдет. Есть вопрос по поводу карбонизации, углистого материала. Почему на Земле так мало углеродистого материала с точки зрения волового состава? Он кажется очень низким по сравнению, например, с хондритами. Да, это так. Хондриты, особенно углистые хондриты, намного богаче углеродом и другими летучими веществами, чем Земля. Это потому, что Земля, когда формировалась, потеряла многие из своих летучих элементов. Это, вероятно, из-за того, что она была настолько горячей, что многие летучие элементы были удалены или испарились. Хорошо. Упоминались выброшенные планеты. Ожидаете ли вы, что между звездами будет много выброшенных планет? Да, я имею в виду, что это то, о чем мы действительно не очень много знаем. Итак, идея выброшенных планет возникла из этих моделей миграции планет. А сама миграция планет – довольно новое понятие. Оно существует всего около 15 лет. Итак, мы думаем, что планеты мигрировали в нашей Солнечной системе. Но еще в большей мере они мигрируют в других планетных системах. И это означает, что они будут выброшены за пределы систем в межзвездное пространство. Но проблема в том, что их очень сложно обнаружить.
Потому что мы можем увидеть экзопланеты вокруг других звездных систем, только глядя на их влияние на поступаемый свет звезды. А если бы планеты просто плавали в космосе, это было бы для нас почти незаметно. И вероятно они скрыты от нас. Еще вопрос о солнечном ветре. Насколько я понимаю, край Солнечной системы – это ударная волна, образованная солнечным ветром. Поскольку за этим фактически находится межзвездное пространство. Где этот фронт по сравнению с облаком Оорта? Я думаю, что облако Оорта выходит за рамки этого. Так что да. Тогда, возможно, ни часть облака Оорта не относится к Солнечной системе по этому определению. Ладно, еще пара вопросов. Думаю, я охватила большинство людей. У нас было более 50 вопросов. И будем заканчивать. Ранее полевые облака, из которых образовывались Солнце, были холодными. Так что же сделало Солнце таким горячим? Почему ядро Земли такое холодное? Повторите еще раз. Почему? Почему Солнце такое горячее? Итак, ранее полевые облака, из которых образовалось Солнце, были холодными. Что сделало Солнце таким горячим, а также почему ядро Земли такое холодное? Хорошо, поняла. Потому что Солнце термоядерный реактор, который превращает водород в гелий. Но оно начало нагреваться, как только пошел процесс коллапса, при этом потенциальная энергия превращалась в кинетическую энергию. И от этого стало еще жарче. Так что он горячее отчасти потому, что оно коллапсирует. Но, конечно, главным образом оно горячее, потому что это огромный термоядерный реактор, создающий новые элементы. Земля получает большую часть своего тепла от распада радиоактивных элементов. Таким образом, исходное содержание радиоактивных элементов определяет ее температуру. И здесь холодно, но не суперхолодно. И потому что это нет синтеза элементов. Оно намного холоднее Солнца, где мы могли бы найти темную материю Млечного Пути. Смеются. Есть еще что-нибудь? Сколько времени потребуется, чтобы Земля сошла со своей орбиты? Я думаю, что Земля находится на довольно стабильной орбите. Он будет там, пока Солнце не умрет совсем. Да, совсем. И это по крайней мере, следующие 5 миллиардов лет, пока живо Солнце. И еще два вопроса. А потом, думаю, мы подведем беседу к концу. У нас в чате один вопрос, почему в нашей Солнечной системе только одно Солнце, а не два? Да, я не знаю. Это отличный вопрос, потому что многие звезды являются двойными. И я думаю, нам предстоит много еще узнать. И я имею в виду, что главные вопросы, на которые мы все хотим ответа, мы особенные. Мы одни во Вселенной. Что нас отличает? И да, такие вещи, как наличие одной звезды, могут сыграть на этом роль. Но пока нам еще предстоит это выяснить. И участники нашего обсуждения могут узнать об этом в будущем, проведя свои исследования. Много и много людей вас благодарят. Это был потрясающий доклад. И кто-то спросил, можете ли вы порекомендовать какие-либо общедоступные книги или ресурсы для интересующихся темой. Да, я бы посоветовала книгу, где авторы моя коллега Кэролайн Смит и я. Это книга о метеоритах, которая есть на Amazon. Мы добавим ссылки в YouTube, когда они у нас появятся. Большое спасибо Саре за то, что она начала наш год публичных лекций по космосу. Какой потрясающий тур по Солнечной системе. И спасибо всем за то, что присоединились. Около сотни людей сегодня нас смотрело. Следующий вебинар с Дэйвом Ротери состоится в первую неделю марта, и будет посвящен геологии Меркурия. И вы можете зарегистрироваться на него прямо сейчас через наш сайт. И мы надеемся скоро увидеть вас, чтобы исследовать другие планеты и породы.